Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, интересные и яркие слитки. Вяжутся они очень легко, но смотрятся при этом очень красиво и интересно. Для вязания данных слитков нам понадобится пряжа. Я буду вязать в мастер-классе эти слитки из слонимской пряжи. Вот здесь у меня остаток небольшой остался. То есть здесь у нас идет 50-граммовый моток. Нитка у слонимской пряжи идет не скрученная, вот идет просто таких вот 4 тонких ниточки. И вязать я буду в 3 моточка, то есть в 12 таких тонких ниточек. Метраж получается на 50 грамм 202 метра. Соответственно, если мы будем вязать в 3 моточка, это получается где-то на 100 грамм 135 метров. Также для вязания нам понадобятся спицы. Я буду вязать на 2 обычных чулочных спицах, диаметр 3,5 мм. Также нам понадобится крючок, ножницы и иголка. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер 36-38. Но перед тем, как приступать к вязанию, мы вначале разберемся с принципом вязания слитков и какую деталь сколько нужно провязать в сантиметрах так, чтобы вы смогли связать данные слитки на любой размер ноги. Для вязания такого слитка нам нужно будет сейчас вместе связать вот такую вот заготовку. Я буду вязать слитки двухцветные, то есть одна часть у меня будет идти вот такая бирюзово-голубая, а вторая часть розовая. Вы можете вязать слитки как однотонные, также можете использовать и любое количество цветов. Теперь давайте поговорим про ширину. Ширина моей детали получается вот ровно 10 сантиметров. Поэтому, если, к примеру, вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей, то тогда следует обращать внимание не на количество вот этих петель, а на количество сантиметров, которая должна быть ваша заготовка. А длина нашей заготовки будет зависеть от вашего размера ноги. Для этого нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Как я сказала, в мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер 36-38. Я сейчас возьму среднее значение, то есть это 37 размер. И мой 37 размер будет соответствовать 23,5 сантиметров. Теперь мы берем наши 23,5 сантиметра и умножаем на 2, так как наш следок вот обертывает нашу ногу с двух сторон. И это у меня получается 47. Дальше от нашего полученного числа, то есть 47, мы должны отнять где-то примерно 6 сантиметров. Это для того, чтобы следок плотно и хорошо облегал ногу и хорошо держался на ноге. И значит, это у меня получается где-то 41 сантиметр. То есть, соответственно, я должна сейчас связать вот эту мою заготовку, ну вот примерно 41 сантиметр. Теперь сразу давайте измерим длину моей заготовки. Вот я буду мерить от уголка до уголка, ну вот прям не за самую пимпочку, потому что здесь в любом случае часть вот этого острого угла у нас уйдет в шов, и здесь то же самое. Вот у меня и получается вот 41 сантиметр, так как я и планировала. Если мерить ровненько от острого уголка до острого уголка, это у меня получается вот 42 сантиметра. То есть по этому принципу вы самостоятельно можете высчитать, сколько вот в длину вам нужно провязать вот эту заготовку так, чтобы слитки подошли именно на ваш размер ноги. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки, как я сказала, я буду из слонимской пряжи в 3 моточка. То есть это у меня получается 12 тоненьких ниточек. И на 2 спицы, диаметр спицы 3,5 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 3 петли. Петли я набрала, и приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной.
и вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных наших рядах мы будем делать прибавку петель. То есть первую кромочную я петлю снимаю, дальше делаю накид, провязываю одну петлю лицевую, снова делаю накид и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Это мы с вами закончили вязать второй изнаночный ряд. Третий лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше наши прибавки. То есть вот эти наши накиды мы будем провязывать лицевой петлей за заднюю короткую стеночку, так чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек. Дальше идет у нас еще одна петля лицевая и снова наш накид. Наш накид мы провязываем лицевой петлей вот за заднюю короткую стеночку. И последняя кромочная петля, ее я провязываю изнаночной петлей. Кончики подтягиваю, вязание переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночном нашем ряду мы снова делаем прибавку. Прибавки мы всегда будем делать вот после нашей кромочной петли и перед нашей кромочной последней петлей. То есть кромочную петлю мы снимаем, дальше опять делаю вот накид, вяжу петли лицевые, это до нашей последней кромочной петли. И вот последняя осталась кромочная петля. Перед кромочной петлей в конце изнаночного ряда мы также делаем накид. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей и снова вязание вот переворачиваю на лицевую сторону. А в лицевых наших рядах мы все петли будем провязывать лицевыми. Кромочную снимаем. Опять вот идет наш накид, мы его провязываем лицевой петлей вот за заднюю стеночку, так чтобы не образовывалось никаких дырочек. Вяжем вот все петельки лицевые и наши накиды мы также провязываем лицевыми вот так, чтобы не образовывалось никаких дырочек. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Опять вот вязание я перевернула на изнаночную сторону и снова делаем прибавку петель. Первая кромочная, накид. После накида в изнаночном ряду мы провязываем все петли лицевые до нашей кромочной петли. И перед вот нашей кромочной петлей мы снова делаем накид. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы сейчас делаем прибавки во всех изнаночных рядах до тех пор, пока у нас на спицах не будет 21 петля. В лицевых рядах мы все петли провязываем лицевыми, в изнаночных мы также провязываем все петли лицевыми, не забывая с каждого края сделать по одной петли прибавки. Итак, вот я вывязала все необходимые прибавки, и теперь у меня на спице 21 петля. Теперь, если мы сейчас посчитаем по платочным дорожкам, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 платочных дорожек у меня провязано, и вязание вот я держу лицевой стороной к себе. То есть вот эти последние накиды в лицевом ряду я еще их не провязывала. И вот как раз таки теперь, когда у меня на спице 21 петля, мы сейчас просто продолжаем вязать все петли лицевые и в лицевых, и в изнаночных рядах. Первую кромочную петлю мы будем снимать, последнюю кромочную петлю мы будем провязывать изнаночной петлей. И сейчас мы просто вяжем ровное полотно. А вот это ровное полотно мы сейчас с вами должны провязать, если будем измерять вот от нашего уголка. И если вы слитки вяжете также цветные, вот как и я, то вот эта высота в моем случае должна будет соответствовать 21 сантиметру. Или если я сейчас буду считать по платочным дорожкам, и после этих 9 платочных дорожек я еще сейчас провяжу ниточкой розового цвета, просто ровное полотно, еще 32 платочные дорожки. То есть итого вот от этого уголка у меня будет провязано всего 41 платочная дорожка. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов розовым цветом. Так, давайте сразу измерим в сантиметрах. Как я сказала, вот если мы будем измерять вот до уголка, это у меня вот получается как раз таки ровно 21 сантиметр. И это у меня получилось ровно середина моего слитка. Теперь я беру ниточку другого цвета. Вот я взяла ниточку, я ее просто прикладываю и продолжаю вязать первую кромочную петлю. Так как у нас идет смена цвета, здесь я провяжу лицевой петлей.
И дальше опять все петли я буду провязывать лицевыми. Последнюю кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. Таким образом мы продолжаем вязать вторую часть нашего слитка до того момента, когда мы приступим к убавлению петель. То есть сейчас вот ниткой голубого цвета я еще провяжу 32 платочные дорожки или, соответственно, 64 ряда. Итак, вот я вывязала всю высоту моей голубой полосы до убавок. Как я сказала, у меня сейчас здесь провязано 32 платочные дорожки, и сейчас мы будем приступать к запуску петель. Значит, убавлять мы петли будем вот точно таким же образом, как здесь мы делали наши прибавки в начале нашего вязания. Но теперь мы будем делать не прибавки, а убавки. То есть убавки здесь я буду делать в лицевом нашем ряду. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вторую и третью петлю я провязываю как вот 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. И дальше продолжаю вязать этот ряд, провязывая все петли лицевые, не довязывая в конце ряда 3 последних петель. И вот в конце ряда у меня осталось 3 последних петли. Как раз таки вот тоже первую эту петлю и вторую в конце нашего ряда мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку. И последнюю кромочную петлю в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли будем провязывать лицевыми. Кромочную петлю я снимаю и дальше вяжем изнаночный ряд наш до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд я провязала, перевернула вязание на лицевую сторону и приступаю к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше после кромочной опять первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку и опять вяжем все петельки лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петель. В конце вот ряда опять у меня осталось 3 петли, и вот как раз таки опять первую и вторую петлю в конце ряда мы провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей, и вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем лицевыми. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Таким образом мы будем делать убавки во всех лицевых рядах, провязывая по 2 петли вместе в начале и в конце ряда, то есть после нашей кромочной петли и в конце перед нашей кромочной петлей. Таким образом мы убавляем наши петли, пока у нас на спицах не останется 3 петли. Итак, смотрите, вот я делаю последние мои убавления, то есть я сняла кромочную петлю, 2 петли провязала вместе, и на спицах у меня осталось 2 петли. Здесь я их также, эти 2 петли провязываю вот 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку, и вот как раз таки на спицах у меня осталось 3 петли. И вязание я наше переворачиваю, получается, на лицевую сторону. И сейчас эту первую петельку я сниму, ниточку вот так вот запущу на изнаночную сторону между первой и второй петлей, кромочную петлю возвращаю обратно на левую спицу, и эти 3 петли я сейчас провяжу как 3 вместе лицевой петлей, и петельку эту я вытаскиваю подлиннее. Дальше ниточку от моточков наших я обрезала, и теперь в эту петлю продеваю наш кончик и петельку эту затягиваю. Теперь нам осталось только сшить наш следок. Кончик, которым вот я закончила наше вязание, я делала в иголку с большим ушком, и сейчас я буду приступать к сшиванию наших следков. Единственное, здесь хотела бы обратить на один момент внимание. Когда мы будем сшивать следок вот на одну ногу, то здесь разницы не будет. Сшивать
с этой стороны нам следок или с этой стороны начинать сшивать наш следок. То есть, повторюсь, разницы не будет. Разница будет только во втором нашем следке. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот смотрите, мы берем нашу заготовку. Изнаночной стороной, вот видно, здесь была смена нити, и это у меня идет моя изнаночная сторона. Я складываю этих две части между собой, изнаночной стороной вовнутрь. И сейчас вот как раз-таки мне нужно сшивать мой следок. Мой следок, видите, он у нас фактически идет одинаковый, что с этой стороны, что с этой стороны. Поэтому начинать сшивать вот как раз-таки нашу подошву можно как вот эту сторону, так и эту сторону. Поэтому здесь обратите внимание, чтобы когда мы начнем сшивать наш следок, чтобы у нас была правая и левая нога, то есть два следка отличались друг от друга, то есть, скажем так, если у меня идет розовая сторона вовнутрь, и на этом следке она тоже была вовнутрь. Поэтому вот как раз-таки здесь я буду сшивать вот эту часть, это будет моя пятка. Так как если бы я сшила наоборот вот эту часть, то розовая моя часть была бы и на одном, и на втором следке с левой стороны. Сшивать подошву я буду по кромочным петлям. Вот идет моя ниточка от моточка, и я буду вставлять иголку сначала с одной стороны, затем с другой стороны, с изнаночной стороны на лицевую за кромочные петли. Сначала с этой стороны, затем иду на эту сторону. И здесь точно так же вставляю в кромочные петли с изнаночной стороны на лицевую. И потом опять сюда с изнанки на лицо, и затем сюда опять с изнанки на лицо. Таким образом мы сшиваем вот этот шов до конца. Итак, вот я прошила весь шов до конца. Теперь нам осталось сшить только наш мысок. Теперь до какого же момента нам нужно прошить вот эту часть. Здесь, смотрите, мы от задней части нашего следка отмеряем вот 11 сантиметров. Вот отмечаю это маркером, и вот все остальное, вот весь остальной этот наш мысок я буду сшивать. По поводу сшивания вот этой части нашего мыска. Видите, здесь я кончик, когда набирала наши петли, у меня остался он короткий. Поэтому в идеале, конечно, его нужно оставлять подлиннее, и потом просто этой ниточкой мы бы сейчас шили наш следок. Но он у меня короткий, и поэтому я его вот кладу вовнутрь и беру иголку. С ниточкой я также возьму розового цвета. Здесь на самом деле не принципиально, какой ниточкой вы здесь будете сшивать ваш следок. Я возьму розовый цвет из того соображения, что если бы у нас этот наборный наш кончик остался сейчас подлиннее, вот как раз таки им бы я сейчас и сшивала вот этот наш мысок. Никаких закрепляющих узелков на конце я не делаю. И вот здесь с изнаночной стороны на лицевую я вставляю нашу иголку. Вот ниточку я вытаскиваю, единственное, вот вытаскиваю не до конца, тоже край ложу вовнутрь, потом в конце я его закреплю. Сшивать наш мысок я буду по первым петлям от платочной дорожки, то есть не за кромочные петли, а за первые петли от платочной дорожки. То есть вот здесь у меня шла моя первая платочная дорожка, вот здесь я вставляю иголку справа налево и ниточку вывожу. Иду на эту сторону. Здесь тоже смотрю, вот идет моя первая платочная дорожка. Справа налево вставляю иголку и также ниточку вытаскиваю. Следующая платочная дорожка, вот справа налево ввожу иголку, ниточку вытаскиваю, иду к следующей платочной дорожке. И вот моя первая петелька, справа налево прошиваю и эту петлю. Таким образом, за первые петли вот нашей платочной дорожки, вставляя иголку справа налево, мы сшиваем наш мысок. Итак, вот я сшила наш мысок до конца. Теперь нам осталось сделать только обвязку. Вот здесь, в это место, где мы закончили шов наш, я вставляю наш крючок, и обвязку я буду делать ниточкой белого цвета. Вы можете использовать абсолютно любой цвет. Значит, также я взяла слонимскую пряжу в 12 ниточек и крючок номер 3 миллиметра. И вот я вынула первую петельку. Обвязку я буду делать всего лишь один ряд столбиками без накида. Поэтому в каждую кромочную петлю я вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю провязываю. Вставили крючок, вынули петлю и петлю эту вот провязали. При
обвязки стараемся контролировать натяжение нити и крючка так, чтобы этот край не был прям очень сильно перетянут. Поэтому столбиками без накидов довязываем этот ряд до конца. Итак, вот я провязала ряд обвязки до конца. Теперь в нашу первую вот белую петлю я вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю сразу же провязываю, вынимая ее подлиннее и кончик обрезаю. Дальше вот эту петельку я вот вытаскиваю, аккуратно здесь затягиваю, и теперь все кончики, которые у нас есть, прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом самостоятельно. И вот после того, как мы с вами спрятали кончики, следочки наши полностью готовы. Теперь по поводу вот этого бантика. Декор для следков вы можете сделать абсолютно любой. Можно связать бантик, цветочек, все, что вам нравится, можно применить сюда для вот как раз таки декора. Здесь вот по поводу этого бантика. Бантик этот я вязала вот одиночный на спице 3,5 миллиметра. Набрала здесь слонимской ниточкой, тоже в 12 ниточек я вязала, набрала здесь 13 петель, провязала 9 рядов, 10 рядом я закрыла все эти петельки, спрятала кончики и здесь посреди просто вот намотала ниточку розового цвета, и вот такой вот бантик у нас с вами получился. У меня на моем канале есть мастер-классы, как связать и бантики, и цветочки. Ниже в инфобоксе я вам обязательно оставлю ссылочку, поэтому если вас что-то заинтересует, можете перейти и посмотреть. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен и понятен. Ну а мы сейчас с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!